Водные артерии-убийцы – самые грязные реки планеты. Трудно себе представить, но всего 10 самых грязных рек мира несут в своих водах 90% всего пластика, попадающего в мировой океан, нанося огромный вред всему живому. Этот своеобразный хит-парад состоит из крупнейших рек планеты. Их главная отличительная особенность – высокая численность населения, проживающего на их берегах, что и влияет на качество воды в этих водных артериях. Мы составили перечень, куда входят самые загрязненные реки мира. Янцзы, Китай. Янцзы – самая длинная и многоводная река Евразии, третья река в мире по полноводности и по длине. Протекает на территории Китая, имеет длину около 6300 километров. Площадь бассейна – 1 808 500 километров квадратных. Бассейн Янцзы покрывает примерно пятую часть территории Китая. Там проживает около трети всех жителей страны. По статистике, эта река переносит 1,5 миллиона тонн пластика ежегодно. Хайхэ, Китай. Хайхэ, река на востоке Китая, образуется при слиянии рек Байхэ, Вайхэ, Цзияхэ и Дацинхэ. От устья до впадения в Бахайский залив Желтого моря река Вэйхэ имеет длину 102 километра, а от ее истока насчитывает 1090 километров. Всего в бассейне Хайхэ проживает около 11% населения Китая и расположено 10% пахотных земель страны, поэтому на хозяйственные нужды используется до 70% речного стока. В настоящее время Хайхэ является второй самой загрязненной рекой Китая. В последние годы из-за роста городов и промышленности в бассейне реки Хайхэ ее объем сильно уменьшился. Множество мелких и часть крупных притоков практически пересохли, что еще больше усиливает степень загрязненности реки в низовьях. Хуанхэ, Китай. Хуанхэ – одна из крупнейших рек Азии, протекающая в Китае. В переводе с китайского языка ее название звучит как «желтая река», что связано с обилием наносов, придающих желтоватый оттенок ее водам. Размывая Лёсовое плато и Шансийские горы, Хуанхэ ежегодно выносит 1,3 миллиарда тонн взвешенных наносов, занимая по этому показателю первое место среди рек мира. Интенсивное отложение наносов в нижнем течении повышает русло, которое расположено на высотах от 3 до 10 метров выше прилегающих равнин. В целях защиты от наводнений Хуанхэ и ее притоки ограждены масштабной системой дамб, суммарная длина которых составляет около 5000 километров. Меконг. Разные страны. Меконг – река в Китае, Мьянме, Лаосе, Таиланде, Камбодже и Вьетнаме. Частично образует границу Лаоса с Мьянмой и Таиландом. Самая большая на полуострове Индокитай. Длина около 4500 километров, площадь бассейна 810 тысяч километров квадратных. Реки и озера бассейна Меконга богаты рыбой, главным образом из семейства карповых. Много водоплавающей птицы, сохранились речные дельфины, крокодилы, преимущественно в Камбодже. Чжуцзян, Китай. Чжуцзян – третья по длине река Китая после Янцзы и Хуанхэ, имеет длину около 2200 километров. По полноводности занимает второе место, уступив только Янцзы. На реке Чжуцзян развит жемчужный промысел, который и дал название реке. Изначально оно относилось только к судоходному рукаву дельты реки Сицзян, на котором расположен Гуанчжоу, но потом название «Жемчужная река» стали использовать для всего бассейна реки Сицзян. Инд. Китай, Индия, Пакистан. Инд – крупная река в Южной Азии, берет начало на территории Китая в Гималаях и протекает большей частью по территории северо-западной Индии и Пакистана. Длина Инда – 3180 километров, площадь бассейна – 980 тысяч квадратных километров. На реке наблюдается такое уникальное явление, как поступление морской воды в реку. При этом соленая вода проходит до 75 километров вверх по течению.
Отсутствие пресной воды и поступление морской привело к уничтожению больших площадей сельскохозяйственных угодий. Несколько поселений у побережья прекратили свое существование. Несколько сотен тысяч людей вынуждены были сменить место жительства. Сильная волновая энергия, присущая водам дельты Инда, вкупе с прекращением поступления наносов, вызывает опустынивание и деформацию береговой линии. Ганг. Индия и Бангладеш. Ганг – одна из самых полноводных и длинных, 2700 километров, рек Южной Азии. Площадь бассейна реки – 1 миллион 60 тысяч километров квадратных. Река активно используется для орошения. Бассейн Ганга площадью более 1 миллиона километров квадратных является одним из наиболее густонаселенных регионов Земли. Судоходство на реке сейчас несколько усложнилось, и возможно лишь от устья до города Канпур на плоскодонных лодках. Ганг является главной водной артерией Бенгалии и северо-восточных штатов Индии, часто рассматривается как символ всей страны. Амур, Россия и Китай. Амур – река на Дальнем Востоке, в Восточной Азии, протекает на территории России и границы России и КНР. Длина 2824 километра от слияния Шилки и Аргуни. По площади бассейна 1855 тысяч километров квадратных Амур занимает 4-е место среди рек России после Енисея, Оби и Лены и 10-е место среди рек мира. В реке фиксируется превышение ПДК по фенолу, нитратам и микробиологическим показателям. Нил. Разные страны. Нил – река в Африке, одна из величайших по протяженности речных систем в мире. Водная система Нила считается самой длинной на Земле. Площадь бассейна реки Нил составляет 349 тысяч километров квадратных. В дельте и долине Нила проживает почти все население Египта и базируется почти вся экономика этой страны. Крупнейшими городами на реке являются Каир, Хартум, Асуан, Александрия. Воды реки используются для орошения и производства электроэнергии. Нигер. Разные страны. Нигер – важнейшая река в Западной Африке, длина 4180 километров, площадь бассейна 2 миллиона 117 тысяч 700 километров квадратных, третья по этим параметрам в Африке после Нила и Конго. Наиболее плодородны земли во внутренней дельте и устьевой дельте реки. Река переносит в год 67 миллионов тонн ила. Судоходство на реке развито лишь на некоторых участках, особенно от города Ниамей до впадения в океан. В реке обитает большое количество рыбы – окунь, карп и другие, поэтому среди местных жителей развито рыболовство. А на этом у меня все. Друзья, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем пока!